Ребятишки, привет! Ну давайте я вам покажу, как я готовлю дома рататуй. Ничего сложного нет, кто умеет, то умеет, кто не умеет, тому будет полезно. Буду готовить в небольших количествах. Понадобится буквально один кабачок, один баклажан и 2 красных перца. Перцы смотрите сами, хотите красный, хотите зеленый, хотите желтый, на ваше усмотрение. Лук, хотите, не хотите, это ваше личное дело. По травам я буду добавлять свежий росмарин. Можете добавлять росмарин, можете добавлять тимьян, можете добавлять свежий майоран или орегано. Но если нету свежего, добавляем сухой. Нет проблем. И немного чеснока. Томатный соус, само собой разумеется. Я делаю вот так. Пополам. Четвертиночку. Серединку вырезаю. Выбрасываю. И здесь уже кто как хочет. Хотите, нарезайте на такие брусочки. Хотите, просто нарезайте на кубики. Только чтобы было не очень мелко. И чтобы у вас просто не превратилось в кашу. Вот и все. Баклажан я почистил, потому что шкурка была уже... Ну, он заскучал, скажем так, в холодильнике. Поэтому здесь все то же самое. Срезаем сердцевинку. Он уже не из первой свежести баклажанчик, поэтому баклажан нужно резать немножко крупнее. Потому что это губка, он себя всосет, обжарится и ничего в нем уже не останется. Готово. Ну и паприку, вот самый быстрый способ резания паприки. Ну, в домашних, конечно, условиях эта скорость особо не нужна, но тому, кто профессионально занимается на кухне, то этот опыт не повредит. И на такие вот фрагменты не сильно мелкие, не сильно крупные. По росмарину и тимьяну здесь смотрите сами. Я, допустим, добавляю целые веточки, и затем, после того, как рататуй приготовится, я их вынимаю и выбрасываю. Можно сделать по-другому. Можно просто росмарин и тимьян мелко-мелко порубить. Ну, действительно мелко. Потому что будет крупно, он будет чувствоваться у вас на зубах, на языке. Лично мне не нравится. Так, чеснок я почистил, все готово. Росмарин приготовил. Так, понадобится еще черный перец и соль. Отправляемся к плите. Баклажанчики я уже обжарил до золотистого цвета и отбросил их на салфетку, чтобы стек лишний жир. Следующим этапом я обжариваю паприку. Солю я всегда в конце. При обжарке баклажанов масла не жалейте. Очень многие повара в Германии делают эту ошибку. У них баклажаны получаются стеклянные, а не прожаренные. Не делайте, пожалуйста, эту ошибку. Так, баклажаны отправляю в тарельку. Присаливаю паприку. И тоже ее в сито. Пусть лишний жир стекает. Ну и теперь цукини. Сковорода должна всегда держать температуру, поэтому сковорода с толстым дном важно. И обжаривать в небольших количествах, иначе при большом количестве, что вы забросите, сковородка у вас просто станет холодная. Ну, казалось бы, немного, но тем не менее жир стекает. Это уже отработанный жир. Да, жарю я на обычном растительном масле, потому что оно прекрасно держит температуру и особо не горит. Паприку к баклажанам. Почему в конце солю? Вот, допустим, сейчас, если я соль добавлю, соль сразу даст свою реакцию и начнет тянуть воду с кабачков. И у меня кабачки будут даже не жариться, а тушиться. Да, и часто горцевать сковородой не очень хорошо, потому что какое-то время сковородке нужно набрать тепло, чтобы начался процесс карамелизации. Все, кабачки готовы. Промою сковородку очень быстро. Просто водой, без ничего. И протру салфеточкой. Вот именно такой способ продлит жизнь вашей сковороде. Сковорода нагрелась. Отправляем овощи в сковороду. Добавляем росмарин. Добавляем чеснок. Я его просто протер. Добавляем пасту.
Температуру немного теперь убавляем. Пошел аромат чесночка. Так как томатная паста кислая, округляем ее при помощи сахара, а не отдавала одной кислятиной. Так, и я очень рекомендую рататуй загущать крахмалом. Я взял буквально 1 чайную ложку. Не забываем немного перца. Есть у меня немного майорана. Я люблю вообще добавлять майоран в такие блюда, как гуляш и рататуй. Именно в конце. Пробую еще раз. Все, меня все устраивает. Кипячу 1 минутку, и рататуй готов. Так, возможно, кому-то интересно, сколько же получилось у меня рататуя с 1 баклажана. Примерно. Ну вот, 965 грамм. Разделенный на 180 грамм на человека, больше просто не нужно, и получим 5 полноценных порций. 5 с хвостиком, ну, остановимся на 5. Так, вот теперь розмарин можно уже всю эту ботву-ботанику выбросить. И все, приятного аппетита. Всем хорошего настроения. Пока.